Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня доктор Ирина Швец, и мы поговорим о мифах пластической хирургии. На имплантах Motiva мы проведем ряд шокирующих экспериментов, чтобы развеять или подтвердить данные суждения. Почему именно фирма имплантов Motiva? Во-первых, потому что это новое поколение имплантов, которое мы хотим проверить в первую очередь для себя. Во-вторых, эти импланты я очень люблю за то, что они меняют форму при изменении положения тела пациентки. То есть в положении лежа наивысшая точка находится посередине импланта. В положении стоя наивысшая точка опускается вниз, тем самым имитируя натуральную форму груди. В-третьих, это первые в мире импланты с дигитальным паспортом. Вот такой маленький чип, на котором записана вся гарантийная и техническая информация об данном импланте, которую можно просканировать в любой точке мира с помощью специального сканера. Ну и самое главное, это широкий спектр выбора имплантов от 105 мл до литра 50 мл. А не взорвутся ли импланты в самолете или на глубине? Не поплавятся ли в сауне? Не лопнут ли при травме или ДТП? Это одни из самых распространенных вопросов, которые задают мне пациентки на первичной консультации. Ну что ж, приступим к нашим испытаниям и посмотрим, что же будет с имплантами. Сейчас мы пройдемся по этому импланту острым каблуком. Как видите, краш-тест каблуком наш имплант прошел, структура абсолютно не повредилась. Усложняем наш краш-тест. И мы проедем по нашему импланту автомобилем, который весит более 2000 килограмм. Он выжил. Посмотрите, да, конечно, выглядит не эстетично, испачкался в грязь, в снег, но он живой. Со всех сторон вся структура абсолютно сохранена. Девочки часто интересуются, а могу ли я летать в самолете или заниматься дайвингом? Ибо существует миф о том, что импланты могут взорваться при изменении атмосферного давления. Правда это или нет? Давайте проверим в эксперименте. Сейчас мы будем погружать наш имплант на глубину искусственного водоема. Как видите, имплант не только не взорвался, но целостность оболочки осталась тоже сохранной. А еще есть опасения, что импланты могут взорваться или плавиться при высоких температурах. Поэтому сегодня, та-да-дам, я в сауне! Температура в сауне достаточно высока, равна 90 градусов. Теперь посмотрите на наш имплант. Он не изменил своей структуры, не поплавился, не взорвался. Я вспотела, а он нет. Пластическая хирургия полна мифов и сказок, которые, как вы смогли убедиться, не подкреплены научными фактами. Поэтому самое главное для пациента – довериться своему врачу, который сможет подобрать вам качественный и надежный продукт, в данном случае в виде имплантов.